Очередной ролик сделаю на улице. Вышел с собачкой. Поговорим немножко о подготовке к силовым акциям против протеста. И почему это взяло как бы так много, целых 3 недели, пока перешли в наступление силы, так сказать, диктатора. Потому что уже абсолютно понятно, кто он и что он. Кстати, за него абсолютно не большинство канадцев голосовало. За него проголосовало 32% именно канадцев. В то время как за консервативный лидер, который в принципе был абсолютно не очень нормальным, проголосовало на 1% больше канадцев. Но дело не в этом. Это в принципе как бы показать, что он таки диктатор. И за него не большинство канадцев голосовало, слава богу. Вот. Так в общем, почему столько времени прошло? Объясню. Все, даже имея полностью подконтрольную прессу, всю прессу Канады под своим контролем, все равно очень важно было трудно показать, что все-таки все, что происходит, это для блага канадцев, и протестующие, они просто действительно какие-то уроды, типа расистов и так далее. Вот, поэтому все эти 3 недели велась активная работа с его стороны, со стороны прессы, очернить протестующих. Началось все с первого же дня. Он исчез специально, потому что надеялся, что этот протест, как и предыдущие протесты, когда вот недавно был протест в защиту афроамериканцев, афроканадцев, там те вышли протестующие и просто громили все подряд, вандализм, разбивали витрины, грабили магазины и так далее, сжигали машины. Вот. Еще был протест в Канаде коренных жителей Канады. До того, как сюда приехали европейцы, люди, которые тут жили, они до сих пор живут на резервациях, племенами. Вот, они протестовали против того, что через их территорию резервации хотели провести нефтепровод. Вот. Нефти и газопровод. И они делали саботаж фирм, которые там работали, которые строили этот газопровод, обещали взрывать и так далее. Вот. Трудно надеялся, что то же самое произойдет с этим протестом. Вначале, в первый день, вышло там 2 человека, 3 человека с флагами, со свастикой. Их было всего действительно 2 или 3 человека. И это было только в первый день, потому что их тут же излечили протестующие и сказали, что если у кого-то увидят со свастикой, там просто замочат, потому что они никак не поддерживают идею расизма и вообще это с ними не связано. Но вот эти фотографии циркулировали в прессе где-то недельку. Трудно каждое выступление, что делал из своего неизвестно где находящегося домика, потому что он убежал, спрятался, боялся насилия со стороны протестующих. Вот. Эти фотографии очень сильно циркулировали, пытаясь создать мнение, что протестующие представляют собой банду расистов и нацистов и так далее. Ну, в какой-то момент это уже, сколько можно показывать одну и ту же фотографию с одним и тем же флагом, с одним и тем же человеком. Плюс появились видеоролики с места событий, что как люди выгоняли этого человека, который держал конфедеративный флаг, просто изоблачили его, заставили его снять маску. Кстати, самое интересное, что вот эти люди, которые со свастикой и с конфедеративным флагом, они были в масках, хотя все остальные протестующие были без. Что тоже влечет к тому, что наверняка таки это было все-таки провокацией, чтобы очернить протестующих. Они это быстро изоблачили, заставили его снять маску и убраться восвояси. Вот. Ну, прошла неделька вот так вот, пытаясь очернить их в свете расизма. Поняли, что никуда это не работает. Все это время Трудо очень надеялся тоже, что все-таки будет всплеск насилия со стороны протестующих, как это было, опять же, в предыдущих протестах в Канаде и в Америке. Но, знаете, вот не получилось у него, потому что протестующие, в принципе, были очень адекватные и так далее. Ну, начались мелкие детальки, которые попытались засунуть, чтобы обратить канадцев против протестующих. Например, сказали, что кто-то пописал на
памятник погибшим солдатам Первой мировой войны перед парламентом. Люди сразу встрепенулись, как, что, кто посмел. Я вот думаю, вот, слушайте, ну, нету фотографии, что кто-то писал, или видео, что кто-то писал. Сказали, что вот, пописал. Как они обнаружили, кто пописал, что пописал, взяли ли они ДНК. Может, Руда сам пошел ночью и пописал. Никто же не знает этого. А может, просто собачка пробежала, пописала. В чем я сомневаюсь тоже. Но вообще, давайте подумаем вместе. Неужели кто-то адекватный бы пошел бы и пописал? Слушайте, там столько мест, где можно пописать на улице, если уж сильно приперло. Ну, надо быть полным неадекватом. И особенно понимая, как это окажется на протестующих, чтобы пойти и таки пописать по-настоящему на мемориал. Потом есть там памятник Терри Фоксу, который, он был инвалид, и он прошел всю Канаду пешком, пробежал, как демонстрация, в принципе, за свободу, за надежду и так далее, чтобы привлечь публичное внимание к себе, чтобы показать, что вот есть инвалиды. Короче, памятник стоит, на него одели канадский флаг и поставили ему табличку, что типа мы требуем свободу. В принципе, как бы ничего не сделали. В Канаде недавно были демонстрации коренных жителей, которые просто, и не только их, а крайне левых, которые просто валили статуи людей, которые в какое-то время занимались колонизацией этой земли, там Макдональд и так далее. Их просто валили, разукрашивали краской. Все это, ну, как бы все кричали, что это нормально, да? Трудо кричал, что это нормально. Никому ничего не сделали за это, никого не арестовали, ничего. А тут вот поставили табличку. Причем есть даже фотографии, когда либералы ставили флажок меньшинств радужный ему в руку и фотографировались рядом с ним. Либеральные депутаты фотографировались рядом с ним в поддержку меньшинств. В принципе, ничего плохого в этом не видел. Так же, как и все. Но вот когда поставили канадский флаг на него, это да. И вот эти вот две ситуации, которые, опять же, непонятно, кто это сделал, зачем это сделали, начали циркулировать по всей прессе, очерняя протестующих. Протестующие в ответ показали, что происходит на самом деле, показали, как они вылезали, буквально вылезали мокрыми салфетками статую Терри Фокса, как они убрали снег со всей этой площади, стали около ветераны, которые, те из ветеранов, которые, да, поддерживают протестующих, вышли, встали рядом с этим памятником, спели гимн Канады там. Ну, короче, вот так вот. Ну, конечно же, проблема была в чем? В том, что то, что кто-то пописал, рассказала вся пресса. А вот то, что ветеранчики там поубирали, и то, что там люди вычистили эту статую, об этом никто ничего не говорит. Это вот ролики, которые крутятся в сети, в социальных сетях, и пытаются показать людям, что на самом деле там происходит. Вот. Но с этим, короче, да, мнение людей, там очень многие писали, как посмели, туда-сюда. Вот, но в конечном итоге это тоже успокоилось, потому что люди начали понимать, видели ролики в соцсетях, начали понимать, что что-то тут не то, как бы непонятно, как этот пописал, взяли ли там анализ мочи, и как вообще они поняли, что это кто-то пописал или не кто-то пописал, и вообще, как бы, ну, короче, было понятно, что что-то не то. Вот, и тоже ничего не получилось. Но силу Труда очень хотелось принимать, как бы. Он хотел показать, что он крутой и что надо мочить, да. Ну, никак не мог подобраться к тому, что что-то произошло, которое оправдывает это насилие. Я вам говорил уже, что были блокады еще и на границах Америки с Канадой. И тут, короче, вышло сообщение, вот уже серьезная подготовка перед тем, как начать валить протестующих. Вышло сообщение, что в Альберте там есть граничный пункт Куц. Там была тоже блокировка этой границы. И там полиция по наводке завалила там и арестовала людей и сделала обыск их машин. И нашли там автоматическое оружие, бронежилеты,
куча боеприпасов и так далее. Ну, это уже терроризм, как бы. Понимаете, только несколько вопросов по этому поводу. Но если люди пришли туда с таким количеством оружия автоматического, то все, то как бы, знаете, в одном из фильмов сказали, что если вытаскиваешь пистолет, то стреляй. А если не собираешься стрелять, то нехер его таскать с собой. Вот. Также получилось, в принципе, и тут, как бы. Если люди притащили с собой автоматическое оружие, как бы, с боеприпасами и с бронежилетами, они, по идее, как бы, должны были это сделать для того, чтобы оказать противостояние полиции. А тут полиция пришла, мирно всех арестовала, нашли это оружие, никто не пытался его взять в руки, никто не пытался это вот. Причем все это очень сильно осветилось в прессе, конечно же, но никто не сказал, что за люди там, имена, кого арестовали, кому предъявили обвинительные чего. Ничего не сказали. Просто вот сказали, вот показали фотографию там 6-7 автоматов, пару магазинов, то все, сказали, вот, поймали. Никто не спрашивал, действительно ли это произошло, как бы, или это просто провокация полиции перед тем, как начать действия насильным путем, как бы. Ну, короче, очень-очень много вопросов даже в плане этого. И непонятно, что происходит с этим. Потом они сказали, ну, это немножко далеко от Оттавы, как бы не дает повода для того, чтобы Оттаву тоже мочить протестующих. Поэтому они сделали, вышел какой-то человечек, сказал, у нас в доме пытались сделать пожар. Есть там камера в доме, пришли 2 человека, которые вообще непонятно были в масках, хотя протестующие все ходят без масок, как бы это один из их принципов. Вот они пришли, зашли в дом, заклеили его изнутри лентой, заклеили дверь изнутри лентой и начали разжигать огонь в вестибюле. Этот вот житель этого дома спустился вниз, спросил, кто вы такие. Они ему сказали, мы протестующие, мы против мандатов и так далее, мы за свободу. И продолжили поджигать костер. Ну, ребята, ну как бы это уже просто те, кто хотят услышать, что они услышат, но это уже просто маразм. Как бы, ну подумайте сами, кто-то хочет поджечь дом. Вообще, кому это вообще надо? И опять же, протестующие понимают, что это не в их пользу. Они приходят в дом, закрывают дверь снутри, заклеивают тейпом. Это значит, они должны знать, что есть там какой-то задний выход. И вообще зачем заклеивать? И как... Непонятно, короче, что происходит. Как бы и пожара-то в принципе не было, ничего не было. Да, там приехали, потом, и причем взяла вот эта вот разборка, там что-то чуть ли не час, а то и больше, пока приехала полиция, пока этот человек, который спустился в вестибюль, спросил, кто вы такие. Как бы, ну, давайте подумаем, адекватный человек, если такое происходит, звонит первым делом в полицию и в пожарную, да, а потом, может быть, что-то спускается, там, ну, хотя бы вооружен как-то, чтобы как-то дать им отпор. А он просто спустился, спросил их, чуваки, что вы тут делаете? Те ему сказали, мы протестующие, мы хотим поджечь дом, вот, и, ну, ребята, ну, я не знаю, я как бы, ну, да, я не объективный, ну, как бы, ну, понятно уже, что маразм, просто, ну, до такой степени очевидный маразм, но, знаете, канадцы многие верят, потому что хотят верить. Причем, опять же, вся пресса шумит, вся пресса описывает это очень красиво, хотя ничего толком и не произошло. Вот, и тут уже поднялся разговор о терроризме, что вот, эти протестующие, они террористы, оказывается. Я не мог понять, что вы пытаетесь сделать, как бы. Но вот сейчас понял, да. И вот дошел до кульминационного момента, когда Трудо сказал, у нас тут террористы в Канаде, это очень опасно для нашей страны. Вышел Трудо, сказал, я вот посоветовался с премьер-министрами всех провинций, и мы решили, что придется вводить сверхчрезвычайное положение, так как у нас тут террористические организации участвуют, и надо их завалить. И все как бы так посмотрели и сказали, как это. И тут же больше половины премьер-министров выступило и сказало, что они не согласны с тем, что надо вводить сверхчрезвычайное положение. Они считают, что можно справиться своими силами, полицией и так далее, спокойненько, аккуратно все это сделать. Подождите. Но Трудо же сказал, что он посоветовался с ними.
И вот они вместе как бы решили. А как же больше половины их вообще не поддерживает это? Ну, те, кто поняли это, Труда как бы ни с кем не советовался, он сказал: слушайте, ребята, я вот ввожу комендантский сверхчрезвычайное положение, я в вашей провинции лезть не буду, как бы, но, в принципе, как бы, чтобы вы просто знали, что и как, типа, помолчите, пожалуйста, даже не поддерживайте, просто молчите. Но люди не молчали, люди не поддерживали, вышли до сих пор, многие премьер-министры говорят, что это чересчур, что это перебор, и что федеральное правительство не должно было получить такую власть, на которой вообще в принципе нет никакой причины. Теперь, почему Труда хотел получить эту власть? Ну, у него есть заместитель его, это Кристи. Она, ну, как я уже там говорил, внучка нациста. Причем серьезного нациста, как бы. Он, конечно, не немец, он украинец, но он был редактором газеты и все красиво описывал, как хорошо быть нацистом, как надо любить нацистов, как надо бить евреев и так далее. Вот, она министр финансов тоже. И она вот сказала: давайте замочим их деньги. Слушайте, там 10 лимонов, ну серьезные бабки, надо мочить. И вот она сказала, что пойду за их деньгами. Давай, но нужно для этого ввести сверхчрезвычайное положение. Вот ввели они. Тоже как бы, ну, вообще никто не может до сих пор понять, для чего. Потому что ничего, как бы, кроме денег, ничего не изменилось. Полиция силой делает то, что делала бы без сверхчрезвычайного положения. Единственное, что это дало, это действительно заморозить счета. Короче, они ввели это положение, заморозили счета всех. Не только протестующих, но и тех, кто им деньги пожертвовал. Вот они всех заморозили. Есть ролик, я его тоже подсоединю. В конце, кто досмотрит до конца, там интересный момент, когда нашу Кристину спрашивают, что насчет там замораживания денег. Все, она с легким хихиканьем, даже, извиняюсь, не легким, а серьезным таким смехом рассказывает о том, как она вот собирается это делать и как это произойдет. Я думаю, ну слушай, нацистская харя, но вот точно от деда научилась. Иначе никак не поймем. Как ты можешь смеяться над этим? Люди заработали деньги, работая, не сидя где-то там это вот, а именно работая. Заработали деньги. И ты у них забираешь деньги. И ты у них забираешь деньги, как бы, и тут как бы ничего смешного нету, да? Ты собираешься сейчас пойти и мочить людей. Что тут смеяться? Ну вот посмеялась она, да. Я попробую этот ролик подценить к этому, как она смеется, и надеюсь, что получится. Или уже подценю его к ролику о силовых методах Оттавской полиции, не только Оттавской полиции, а федеральной полиции тоже, как они мочили лошадьми людей. Заметил, что не у всех есть достаточно терпения досидеть мои ролики до конца, поэтому постараюсь сделать их покороче, чтобы было легче смотреть. Ну, вот это вот шла такая пропагандистская и политическая подготовка к тому, как действовать против протестующих силой, финансовой и физической. И вот поставлю следующий ролик тоже с примерами с места событий. Я нашел там пару интересных видеосъемочек, которые подсоединю и покажу вам, как это происходило на самом деле. А в этом ролике сейчас в конце подсоединю, как наша Кристия смеется над будущим несчастьем людей. Да? Ну вот, удачи. So you're confirming that accounts have been frozen, both personal and corporate, but you're not releasing the information. And the actual follow-up is, I'm just wondering whether the bank accounts will be targeted of individuals who donated to the Give, Send, Go and the GoFundMe campaigns. Are they considered designated people under the Emergencies Act, meaning that their credit cards could be cut and financial services are targeting them as well? Okay, so the names of both individuals and entities, as well as crypto wallets,